Блокада Ленинграда – одно из самых трагических событий нашего города. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Блокада длилась долгие 872 дня, более 2 лет голода, холода, смерти и отчаяния. Блокадная полынья – один из самых значимых памятников блокады Ленинграда. Во времена блокады из-за сильных морозов и бомбежек вода в дома поступалась редко. Жителям приходилось набирать ее из каналов, рек, прорубей. В блокадной книге есть свидетельства детей блокады. Мы на коленочки вставали около проруби и черпали воду ведром. Я с папой всегда ходила. У нас ведро было и большой бидон. И вот пока довезем эту воду, она, конечно, уже в лед превращается. Приносили домой. Эта вода грязная, конечно, была. Но мы ее оттаивали, кипятили ее. На еду немножко, а потом на мытье надо было. Приходилось чаще ходить за водой. И было страшно, скользко. Трудно было спускаться к проруби, потому что люди были очень слабые. Часто наберет воду в ведро, а подняться не может. Помогали друг другу, тащили вверх, а вода опять проливалась. В первые месяцы блокады в городе установили более 1500 громкоговорителей, из которых доносилась граждане воздушная тревога. Один из них сохранился и до нашего времени. Это следы одного из многочисленных снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду. Театр музыкальной комедии – это единственный театр, который проработал всю блокаду. Во времена блокады температура воздуха в зале достигала -8 градусов. Актерам, чтобы нанести грим, приходилось разогревать его на груди. Но несмотря на это, театр собирал полные залы. Постоянно были аншлаги. Очередь в кассы занималась с 5 утра. В 1942 году было настолько холодно, что зрители не могли аплодировать актерам, поэтому после спектакля они благодарили их стоя. Таня Савичева, школьница, которая с начала блокады Ленинграда стала вести свой дневник. Почти вся семья Тани погибла в период с декабря 1941 года по май 1942. В ее дневнике 9 страниц, на 6 из которых даты смерти близких людей – матери, бабушки, сестры, брата и 2 дядей. Сама Таня умерла уже в эвакуации 1 июля 1944 года в возрасте 14 лет.